Для ноутбука за 30 тысяч рублей это простительно. Для ноутбука за 100, мать его, 60 тысяч рублей это непростительно. То есть один MacBook Pro 16 дюймов порвет 3 таких ноутбука на Dell. Тут вы будете понимать, за что вы заплатили. Здесь... Друзья, всем привет, с вами Роман Ястреб. В этом ролике мы с вами протестируем два великолепных, элитных ноутбука. Один от компании Apple, это MacBook Pro 16 дюймов, а другой элитный ноутбук на базе Windows. Зачастую, когда мне писали комментарии: Рома, я за цену MacBook могу себе купить ноутбук, ого-го-го-го, зачастую писали какие-нибудь игровые пластиковые ноутбуки, которые в принципе нельзя сравнивать с MacBook, потому что пластиковый гроб, как я их называю, сравнивать с эталонным, красивым, стильным дизайном из металла, ну, немножко некорректно, да, и, соответственно, это под абсолютно разные задачи. Поэтому я сегодня вам покажу ноутбук именно эталонного, элитного, стильного, тоже премиального класса, но уже на базе Windows. При этом с Thunderbolt, с таким интересным достаточно экраном, с подсветкой клавиатуры, с камерой, в общем, все как вы любите. Вот. И поскольку там Thunderbolt, мы протестируем, работают ли внешние видеокарты. Этот бокс от Sonnet с Vega 64. Настройка ли вообще происходит с Windows и Thunderbolt на ноутбуках? Ну, конечно, происходит. Это я просто так, для красивых слов. Вот. Но именно как быстро происходит настройка, много ли придется запариваться и тому подобное. А какой у нас ноутбук сегодня на тесте? Это Dell XPS 9520- какие-то там дальше еще цифры. Какого хрена вы такие придумываете названия? Что Dell, что Acer, что Asus. Нахрена? Сделайте 3 буквы, там 2 буквы, вот, в названии, и все. Нет, блин, придумают. 8 цифр в названии, 8, мать его, цифр, еще через тире. Короче, я 9520 запомнил, остальное напишу на экране, потому что невозможно это все запомнить. И уверен, я через месяц забуду, что 9520, я буду всем просто говорить, что у меня был Dell XPS, и все. Он из металла, тоже достаточно интересная модель. Система охлаждения практически, знаете, вот я там посмотрел через решеточку, практически как у MacBook. Мы проверим его на тротлик, мы проверим его на производительность. Здесь 6 ядер, 12 потоков, здесь видеокарта 1650 Ti, 16 гигабайт АЗУ и 500 гигабайт. И этот компьютер стоит 160 тысяч рублей. Это средняя цена. Плюс-минус в зависимости от магазина. Я думаю, вы это прекрасно понимаете. Так вот, мы сравним его как раз с MacBook 16-дюймовым. Посмотрим, есть ли смысл вообще переплачивать за MacBook, если мы хотим, например, не 6-ядерный процессор. Как раз MacBook Pro 6-ядерный стоит тоже около 160. А если мы доплатим порядка 15-20 тысяч рублей, мы получим уже MacBook, вот как здесь у меня на столе. Это с 8-ядерным процессором. Это 5500M. И вообще посмотрим, в чем кардинальная разница, есть ли какие-то определенные отличия. И в конце я подведу свое умозаключение, потому что я провел все эти тесты, но как лично мое мнение, я все-таки вам тоже дам обратную связь, чтобы понимали, какое ощущение у меня идет от MacBook и от Dell XPS. Так что давайте, друзья, не будем затягивать и поехали. Итак, друзья, приступим. Начнем с характеристик. MacBook Pro 16 дюймов. Корпус из цельнометаллического куска алюминия. Это прекрасно. Процессор Intel Core i9-9880H. 8 ядер, 16 потоков. Дискретная видеокарта AMD Radeon Pro 5500M на 4 гигабайта GDDR6. Оперативка 16 гигабайт DDR4 на частоте 2666. Дисплей IPS 16 дюймов. Соотношение экрана 16:10. Разрешение 3072 на 1920. Это, друзья, практически 6 миллионов пикселей. Глянцевое покрытие экрана, среднее время отклика дисплея 43,7 миллисекунды. Накопитель данных Apple SSD 1 терабайт, интерфейсы подключения 4 единицы Thunderbolt 3, 40 гигабит в секунду по спецификации, аудиоразъем 3,5 джек, 1 сканер отпечатка пальца, 1 датчик освещенности. Wi-Fi 5, Bluetooth 5, аккумулятор 99,8 Вт-часов. Операционная система macOS 10.15.6 Catalina, вес 2 килограмма. Dell XPS 159520-5409. Какой дурак придумывает такие названия, до сих пор не понимаю. Корпус внешней оболочки алюминий, внутри пластик. Процессор 10750H. 6 ядер, 12 потоков, что на 2 ядра и 4 потока меньше, чем у MacBook Pro 16 дюймов. Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti на 4 гигабайта GDDR6. Оперативная память 16 гигабайт DDR4 с частотой 2900
1933. Память здесь быстрее на 10% по сравнению с MacBook Pro 16 дюймов. Дисплей IPS 15,6 дюймов, соотношение 16:9. Разрешение 1920 на 1080. Это 2 миллиона пикселей. Это в 2,8 раза меньше разрешения, чем у MacBook Pro 16 дюймов, друзья. Это очень важно. Антибликовое покрытие экрана, среднее время отклика дисплея 35 миллисекунд. SSD здесь 500 гигабайт, интерфейсы подключения 2 Thunderbolt 3, 1 Type-C, 1 аудио джек, 1 сканер отпечатка пальца, 1 датчик освещенности, 1 картридер. Коммуникация здесь у нас Wi-Fi 6. Супер. Аккумулятор 86 Вт-часов. Операционная система Windows 10 Pro. Вес 2,05 килограмма. Итак, друзья, при первом знакомстве с компьютером Dell получаешь только хорошее впечатление. Я серьезно. Я хоть и люблю MacBook'и, но красивый стильный алюминиевый корпус смотрится на любом компьютере изящно и привлекательно. Он украшает ваш рабочий стол. Вы просто испытываете зрительное удовольствие только от одного его вида. Далее, когда вы открываете крышку ноутбука, вы испытываете второй кайф. Это безрамочный экран. Это круто. Apple, мы хотим безрамочные экраны, поскольку это смотрится и ощущается действительно офигенно. Ты смотришь и понимаешь, что у тебя экран 15,6 дюймов в корпусе практически MacBook Pro 13-дюймового. Но все же покажу вам, какая разница в габаритах с MacBook Pro 16 дюймов. Если бы можно было занять большую поверхность крышки MacBook Pro 16 экраном, то экран бы вырос примерно до 16,6 дюймов. А это по диагонали 1,5 сантиметра, что достаточно практично в работе. И вот тут, когда зрительный контакт проходит, ты понимаешь, что внутренняя часть у Dell пластиковая, что иногда дает скрипы и ложные нажатия клавиш и трекпада. Сам поменял. Хоп, поменял. Что происходит? Почему он меняет? Почему мышка нажимается во время теста, когда я еще даже ничего тут не нажимаю? Оп, поменял. И это, блин, друзья, неприятно. Ноутбук, который стоит от 170 тысяч рублей или 200 300 долларов, ты хочешь ощущать в руках как идеальный стильный ноутбук. И тут дело не в том, что я прикапываюсь, а в том, что это премиальный ноутбук. Премиальный ноутбук, который сам переключает экран. MacBook тут, конечно, выигрывает. У него все из металла, и у него нет ложных нажатий, и скрипов тоже нет. Если только в металлических шарнирах из-за мусора. Но это чистится быстро сжатым воздухом. Клавиатуру только сжатым воздухом не чистите. Клавиатура чистится пылесосом, причем у всех ноутбуков. Это самая лучшая рекомендация. Далее мы переходим к портам. И вот тут у нас 3 Type-C и 2 Thunderbolt. Теперь задачка. Какие из этих портов имеют поддержку Thunderbolt? Только те, что слева. У меня сразу вопрос к Dell. А что, нельзя было сделать пометки молниями, что это Thunderbolt порты? Как я гадать должен? Недоработка. У MacBook вы тоже можете заметить, что нет пометки значков Thunderbolt, но у MacBook все Type-C имеют поддержку Thunderbolt. Вам не надо гадать, вы сразу понимаете, что порты все крутые. Далее очень спорный картридер. Для меня абсолютно бесполезный. Сейчас объясню. Профессионалы переходят с картридеров на внешние SSD накопители. Даже видеокамеры начали поддерживать запись на внешний SSD диск, что дешевле и практичнее для операторов. А если вы фотограф, то выходит, что вы получаете один картридер в ноутбуке взамен Type-C, который мог бы поддерживать внешние мониторы, внешние диски, зарядку вашего компьютера, поддержку внешних видеокарт, подключение мощных хаб-станций и многое-многое другое. Не слишком ли дорогая цена за один картридер, друзья? Я рад, что компания Apple отказалась от картридера. Он умирает, соответственно, в MacBook он не нужен. Но если вам критично и жизненно важно иметь картридер, то данный Dell его поддерживает. Так же, как и поддерживает сканер пальца и разблокировку по лицу. Правда, на равную защиту сканера пальца, как в MacBook, не рассчитывайте. Да, MacBook не поддерживает
поддерживает разблокировку по лицу, ну по крайней мере существующие модели, но защита пальца там совершенно. Сотрете палец через терминал, заблокируется весь SSD-диск на Маке, поскольку в MacBook стоит чип T2. В винде сканер пальца гораздо проще прописывается, там нет отдельного чипа под него, поэтому MacBook дает серьезную защиту ваших данных на компьютере через защиту пальца. И да, сканер пальца в Маке можно удалить. Как удалять сканер пальца в MacBook, я говорю в фишках macOS. Ролики есть на канале. В общем, с точки зрения защиты, MacBook уделывает тут окончательно Dell. Далее еще неприятный нюанс, но он присутствует у большинства ноутбуков на рынке. Клавиатура черная как пантера, и в темном помещении небольшие источники света хорошо освещают клавиатуры и клавиши у MacBook, но не у Dell. То есть при настройке яркости клавиатуры на Dell надо включить режим постоянного включения яркости, поскольку ночью черт ногу сломит найти эту клавишу включения подсветки клавиатуры. Мелочь, но сори, друзья, ноутбук по цене MacBook, и я буду требовать уровень MacBook. Итак, перед тем, как мы начнем проводить тесты производительности системы, давайте посмотрим экран. Экран великолепный для игр и фильмов. Говорю честно, хоть он и обычного 1080 разрешения, все же цвета насыщенные и яркие. Но вот фотографии и видео я бы на нем не редактировал. Жаль, камера не в полной мере показывает разницу между ноутбуками. Но если говорить простыми словами, то у MacBook цветовой диапазон такой, а у Dell такой. Лесенки, в общем. Короче, глаз это моментально замечает при изображении с градиентной заливкой фотографий или видео. Экран Dell выигрывает только по двум пунктам. Он круто смотрится без рамок с такой насыщенной картинкой, и у него быстрое время отклика по сравнению с MacBook. Но вот для профессиональной фото и видеообработки он точно не подходит. Яркость у Dell на уровне MacBook Pro 16 дюймов. Тут у них паритет. Про Wi-Fi говорить нет смысла. У Dell стоит 6-я версия Wi-Fi, в MacBook Pro 16 дюймов стоит 5-я версия, что в среднем имеет разницу в 75% в пользу Dell. Тут Dell уделал Mac. Динамики, говорю, друзья, как есть. Они с MacBook Pro 16 дюймов конкурировать просто не могут. Они могут только что конкурировать с MacBook Air 2020 года. И то, боюсь, MacBook Air Dell-овские динамики порвут. Глухой звук, нет широкого звукового диапазона, нет басов, нет низких частот. Звук как в тумане. У MacBook Pro 16 динамики 10 из 10. У Dell 2 балла из 10 по сравнению с MacBook Pro именно 16-дюймовым. Автономность Dell, конечно, порадовала. 9 часов 38 минут в режиме просмотра видео. MacBook может продержаться с такими результатами только под macOS. Короче, данный ноутбук прекрасно подходит в долгую работу для работы и просмотра фильмов. Тут однозначно ему лайк. Итак, по внешности и основным характеристикам прошлись, давайте перейдем к проверке производительности системы. Начнем с CPU Z и GPU Z ноутбуков. Начнем с первого теста тротлинга обоих ноутбуков. Согласно тесту AIDA 64, ноутбук от Dell и от Apple не страдают тротлингом при стресс-тесте 20 минут. У Dell температура процессора держится на уровне 83 градуса, у MacBook Pro 16 75 градусов. MacBook в данном случае выиграл. На старте у обоих компьютеров в первые 20 секунд тротлинг до 33% из-за того, что система охлаждения только включалась. Стандартная ситуация. Далее проверим SSD Dell и MacBook. Тут скажем честно, диск в Dell уделал SSD-шник в MacBook, Apple халтурит. Далее проверим потенциал процессора бенчмарком Geekbench 5. Итак, Dell, MacBook. На процессор MacBook выше на 21%, а вот по графике MacBook проигрывает Nvidia на 14,5%. Ну ничего, графику мы проверим чуть позже по полной. Далее давайте на практике загрузим процессор через Cinebench R20. Напомню, в Dell процессор 6-ядерный 12-поточный, в MacBook он 8-ядерный 16-поточный. Итак, Dell 2411, MacBook 2772, что на 14, то есть практически 15% выше у MacBook. В данном тесте MacBook победил. Теперь надо загрузить процессор на минимум 2 часа и посмотреть, будет ли он тротлить и справляться с задачами. Поэтому мы запустим Blender и проведем полный список тестов. Dell и MacBook.
Но тут, друзья, все понятно. Тут паритет. Поэтому повторим уже у Dell на видеокарте Nvidia данный тест. У MacBook выбрать видеокарту не получалось, тест не запускался. А вот Blender на видеокарте Nvidia дает серьезный прирост. Давайте еще раз повторим, но уже подключим к Dell по Thunderbolt порту внешнюю видеокарту Vega 64. Вот с внешней видеокартой, друзья, мы видим великолепный, просто кратный прирост. Кроме теста с Виктором. Эх, Виктор. Следующий тест видеокарты проведем фурмарком. Dell 2848, MacBook 2647. Dell выиграл на 7,5% по производительности в данном тесте. Окей, перепроверим видюхи чуть позже, но давайте еще к Dell подключим внешнюю видеокарту с этим бичмарком. И бум! 4877 баллов, что на 71% выше по сравнению с внутренней видеокартой. Супер! Далее проведем тест Nova Bench. Показывает общую производительность системы. Dell 2666, MacBook 2744. И вот к этому тесту много вопросов. Посмотрите, какую скорость диска он показывает SSD-шника у MacBook. По данному сомнительному тесту производительность практически идентична. По тесту PSMark 10 производительность тоже идентична. Dell 5401, а вот Dell уже с подключенной внешней видеокартой 6391 балл. MacBook 5604. Если сравнивать без внешней видеокарты, разница в 3,5%. Это по сути погрешность. Но радует, что по сути видеокарта везде работает во всех бенчмарках. Ну давайте запустим наш любимый 3D Mark. Он-то нам сейчас все и покажет по графике с учетом тротлинга видеокарта и пропуска кадровой частоты. Итак, 3D Mark Skydiver в разрешении 1080. Dell. MacBook 3D Mark Times Spy 1080. Dell. MacBook. А вот с внешней видеокартой 3D Mark не работает. Можно сказать, работает, но показатели почему-то ниже. Думаю, что нет просто оптимизации. Но все же, если подводить общий итог, то есть MacBook в среднем, друзья, у нас производительнее Nvidia 1650 Ti на 11,6%. И это при условии кадровой частоты 75 и 83% по сравнению с Nvidia и ее за 90% показателей. Кадровая частота у MacBook была выше зимой, и в этот раз я тестировал в жару. Но даже сейчас это показывает, что в такую жару Dell лучше справляется с видеокартой, чем MacBook. MacBook тротлит значительно, но даже при тротлинге почти в 20% от своей изначальной позиции в 91%, который показывал мне MacBook зимой, в жару MacBook остается производительнее, чем Nvidia 1650 Ti. Интересный результат, если учесть, что ранее бенчмарки показывали, что видеокарта от Nvidia была производительнее. Но по играм давайте сделаем сравнительную таблицу, чтобы вы могли сделать скрин и спокойно сравнить по всем характеристикам, включая подключенную внешнюю видеокарту к Dell ноутбуку. По некоторым играм Nvidia даже выигрывает, но мы не должны забывать, что мы проверили кадровую частоту, и она ниже практически у MacBook на 20% по сравнению с Nvidia. А если простым пользовательским мнением подвести черту, практически у ноутбук паритет, то на то и выходит. В каких-то тестах AMD выигрывает, в каких-то выигрывает Nvidia, а при прохладном внешнем климате MacBook будет показывать чуть лучший результат. Итак, давайте подведем заключение по данному компьютеру Dell. Мне очень, друзья, понравился этот компьютер Dell. Он компактный, стильный, снаружи красивый, экран достойный, звук сносный, производительность великолепная, система охлаждения справляется и с процессором, и с видеокартой. Есть сканер пальца, есть безрамочный экран, есть автоматическое включение яркости клавиатуры, прекрасные показатели по времени работы от аккумулятора, скоростной Wi-Fi модуль. Но честно, друзья, я бы его за эти деньги себе не купил. За 100-120 тысяч рублей это прекрасная замена MacBook Air или MacBook Pro 13 дюймов. Но по цене MacBook Pro 16 дюймов все же он не дотягивает по алюминиевому корпусу по всему компьютеру, чтобы избежать фантомных нажатий в корпусе и деформации в будущем. У него непрофессиональная матрица дисплея для работы с фото и видео. Динамики просто никакие в сравнении с MacBook Pro 16 дюймов. Пользователи на MacBook Pro 16 меня поймут. У него нет еще 2
двух портов Thunderbolt, которые дают крутую в будущем модификацию компьютера. У него нет двух операционных систем macOS и Винды. У него нет серьезной защиты данных, несмотря на то, что имеется сканер пальца. У него нет экосистемы с телефоном, планшетом и приставкой TV. Он лучше разве что по видеокарте немного, SSD, AZU немного выше по частотам и Wi-Fi 6. И причем в Маке это все исправляется легко по тем же Thunderbolt портам. Но только AZU надо сразу брать с необходимой конфигурацией. И все. И получается, что остается в сухом остатке красивый ноутбук не для чего, поскольку у него нет параметра, который бы мог иметь серьезное преимущество перед MacBook. И даже заядлые любители видеокарт NVIDIA могут себе купить спокойно внешнюю видеокарту 3080 и использовать с MacBook под виндой в своих редакторах CUDA через Thunderbolt. То есть даже здесь вопрос решается. В общем, преимуществ для Dell мало. Если вы не любите компанию Apple и ее компьютеры, тогда это великолепная премиальная машинка для мобильной работы. Но если вы знаете, что существуют еще такие компьютеры, как Mac, то вам необходимо просто обратить на MacBook внимание, поскольку я вам только что перечислил, в чем Dell значительно уступает MacBook Pro 16 дюймов. Итак, друзья, к какому заключению мы с вами можем прийти? Если убрать техническую всю составляющую, потому что, техническая составляющая тут уже индивидуальна, я думаю, вы посмотрели уже обзор, тесты, и вы сами уже приняли решение. Сейчас необходимо оставить эмоциональную часть, личное мнение, потому что за 160 тысяч, когда вы покупаете компьютер, он вас должен заряжать, он должен вас активировать по-хорошему, да, а не бесить в каких-то моментах, раздражать, какого хрена это, какого хрена то, то есть, я думаю, многие понимают, о чем я говорю. Потому что этот компьютер все-таки эталонного класса, элита. Так вот, когда вы первый раз открываете этот компьютер, вы, конечно, офигеваете от этого красивого экрана. Во-первых, он безрамочный, это сразу бросается в глаза, и он матовый. С Apple есть с чем сравнивать. Поэтому в этом отношении Apple есть куда расти, она может спокойно еще увеличить дисплей, там на 0,5 дюйма, я думаю, увеличит. Дальше, когда вы начинаете эксплуатировать этот компьютер, да, он внешне металлический, но когда вы начинаете эксплуатировать внутри компьютера, открываете какой-то фильм, ходите по рабочему столу и, к примеру, хотите переместиться из зала на кухню и берете вот так себе компьютер, у вас происходит какая-то хрень на экране. И это на протяжении всего, неважно, с этой я стороны взял, с этой я стороны взял. Если вы в YouTube, он обязательно либо свернет, либо заблокирует ролик. Если вы где-нибудь находитесь там на рабочем столе, он откроет Steam, он откроет какой-нибудь браузер, он введет что-нибудь. То есть какая-то хрень происходит, когда я вот тут беру. Да, это пластик, но я, простите меня, как пользователь, не должен париться из-за того, что я когда взял этот компьютер, я пишу какое-нибудь там сообщение, представьте, да, но еще не дописал, к примеру, письмо. И я такой, надо это на кухню. Я беру его, иду на кухню, а у меня сообщение отправилось какое-нибудь, да, то есть там, без проверки на орфографию. Я там быстро писал черновик. Это прям проблема, потому что я считаю, в ноутбуках эталонного класса такой хрени просто быть не должно. Если у вас пластик, и вы понимаете, что он продавливается, нажимаете на какую-то плату, будьте добры, сделайте там дополнительное ребро жесткости. Почему у Apple такого нет? Даже берешь тремя пальцами, ничего не скрипит, ничего не кряхтит, естественно, ничего не переключается. Да, у Apple здесь металл, наверное, Apple тоже подумали, что нахрен нам вот этот пластик, который через 2 года будет еще больше скрипеть, кряхтеть, и нажимать лишнюю клавиатуру. Для ноутбука за 30 тысяч рублей это простительно. Для ноутбука за 60 тысяч рублей это непростительно, потому что я покупаю за эти деньги, я не хочу раздражаться, какого хрена, как мне его правильно взять, чтобы у меня там ничего лишнего не открылось, и что, как карта пойдет, то он что-то и откроет. То есть это для меня прям первое, что ты начинаешь понимать, что вот это хрень, вот это мне не нравится. Вторая часть, которую ты начинаешь замечать, естественно, это звук. С MacBook Pro 16 дюймов, тут прям я хочу прям отдельным пунктом, потому что это очень важно. С ноутбуком вы будете вести какие-то переговоры, вы будете слушать музыку, вы будете смотреть фильмы. Этот ноутбук, этот Dell даже рядом не стоял с MacBook Pro 16 дюймов по звуку. Просто даже рядом не стоял. То есть один MacBook Pro 16 дюймов порвет 3 таких ноутбука на Dell. С их MacBook будет громче, частоты будут чище, частоты, да, звук будет чище, частоты будут такой динамический диапазон шире, здесь будут басы чувствоваться, то есть тут вы будете понимать, за что вы заплатили. Здесь обычные ноутбуковские, чуть-чуть хорошенькие динамики, но
точно не эталонного качества. Это прям сразу чувствуется. Если идти дальше, с точки зрения, к чему можно еще прикопаться, я больше ни к чему не нашел. То есть мне не понравился именно это, то, что нажимается фантомное нажатие клавиатуры или трекпада, меня не суть важно. Мне не нравится, что здесь такие динамики. И я, конечно, сразу заметил по поводу экрана, несмотря на то, что он насыщенный, что он такой безрамочный, но у него есть два действительно серьезных недостатка, если вы собираетесь с ним работать. Если вы перестраиваетесь, тем более с MacBook, вы увидите пиксели, потому что у MacBook разрешение выше. И здесь не настоящие цвета. Здесь цвета перенасыщенные, они немного ядовитые. У MacBook они настоящие. То есть, если вы будете работать с фото и видео, у вас здесь будет все хорошо. Здесь у вас могут быть проблемы. Когда вы отправите что-то клиенту, он скажет, что за хрень, простите меня, что ты мне отправил. Да, тут можно откалибровать, да, тут можно настроить определенные. Я думаю, это умельцы все это знают, как сделать. Вот, особенно, когда занимаешься фотографией там, или видео. Но в любом случае из коробки, тут все равно это не изменить. Здесь матрица не такая, как у MacBook. У MacBook в этом отношении точно пункт лучше. Этот компьютер такой, знаете, я даже честно не понимаю, для кого этот компьютер. Экран здесь, не самого суперского качества с точки зрения для цветокора. При этом начинка здесь достаточно неплохая. То есть, да, его можно расценивать как для фото и видео редактирования, для игр можно расценивать. Вот, но за 160 тысяч эта машинка для меня точно не стоит. Я бы взял лучше в минимальной комплектации MacBook. Сейчас объясню. Во-первых, экран по всем параметрам лучше с точки зрения цветокоррекции и разрешения, да и больше он чуть-чуть. Здесь две операционные системы. Я могу пользоваться всегда лицензионно и macOS, и Windows, и они будут независимы друг от друга. Если что-то слетит, у меня всегда есть вторая. Здесь только одна. Здесь производительность ничем не уступает этой модели. Ну а если там доплатить, там за 8-ядерный процессор еще будет побыстрее. Здесь я получаю цельнометаллический корпус. Если я хочу делать музыку или музыкальное сопровождение, на этих динамиках я ничего не настрою. На этих динамиках это прям очень хороший звук. Я понимаю, что у меня звучит. Я вижу, какие у меня там басы, какие инструменты. То есть это тоже очень плюс. Здесь 4 Thunderbolt, здесь их всего 2. Да, вставили этот SD-карточку. Вот она мне, честно, в ноутбуке не нужна. Я считаю, что сейчас SD-карточки не надо вставлять в ноутбуки. Это все хайп, который идет от блогеров, которые говорят, дайте нам SD-карточку в MacBook. Я гораздо чаще использую Thunderbolt, а не SD-карточку. Через Thunderbolt я могу подключить все, что угодно. SD-карточку, 20 таких переходников. Я могу подключать внешние мониторы, внешние видеокарты. А здесь у меня вот такой слот занят под SD-карточку, и он мне нафиг, простите меня, не упал. И давайте будем честны, профессионалы сейчас уже камеры снимают в таком формате, что SD-карточки нафиг не упали. То есть, если я видео снимаю, мне нужно записывать на внешний SSD-шник. Вот, если я фото, хорошо, фото еще, да, там SD-карточки остаются, но все-таки Thunderbolt в разы лучше, чем карт-ридер. Вот, поэтому тут в этом отношении гораздо меньше портов, то есть в 2 раза, по сути, чем у MacBook. MacBook опять в этом отношении выигрывает, он больше дает вам возможности в будущем периферии какой-то подключать, вы не ограничиваете себя. И, соответственно, уже все остальное вытекающее. Dell-овский XPS может хорошо конкурировать с MacBook Pro 13 дюймовым 2020 года. С 16 дюймовым он не конкурент. В этом отношении тут это точно не конкурент. Вот MacBook Pro 13 дюймовым, особенно в самой начальной комплектации, с 8-м поколением процессора, да и вообще даже 13 дюймового 2020 года с самой максимальной комплектацией процессора, с прокачанной интеловской графической картой, этот компьютер может составить конкуренцию, потому что здесь, во-первых, 6 ядер, здесь у нас хороший SSD-диск, оперативная память, и здесь у нас есть, конечно, дискретная видеокарта 1650 Ti, которая уделывает, естественно, интеловскую какую-нибудь там, какая там G7 в MacBook Pro 13 дюймов, какая бы она там прокачанная не была до 1 терафлопса, 1650 Ti ее уделает по полной. Поэтому в этом отношении, да, есть смысл рассматривать этот ноутбук. Если рассматривать его взамен именно MacBook 16 дюймов, нет. Тут точно я бы свыше 100-120 тысяч рублей за этот компьютер не дал, потому что в этом отношении есть MacBook, и ты начинаешь понимать, сколько он стоит на вторичном рынке, что он тебе дает, у него
больше оснащения, у него лучший экран, лучше динамики, лучший корпус. И вот ты так понимаешь, не-не-не-не, я лучше оставлюсь при своем мнении, я лучше куплю MacBook. Это мое мнение, друзья, поэтому я его не навязываю, но я точно могу сказать, что больше кайфа я получаю в любом случае, если от игр тут, конечно, прикольно, экран насыщенный, безрамочный, но для работы, для стабильности, для так на много лет вперед, это MacBook, это точно, потому что я вот как раз вам сейчас и перечислил. Итак, друзья, я надеюсь, я вам все объяснил по поводу MacBook и Dell. Если вы хотите себе купить ноутбук и выбираете между этими нюансами, даже другой компьютер, если взять на Windows, имейте это в виду. То есть я вот сейчас сказал вам достаточно эталонный компьютер, чтобы вы понимали, с чем вам придется сталкиваться. Вот, если у вас уже есть MacBook, тогда обязательно посмотрите фишки macOS и программы лучшие, короли программ для macOS, потому что я думаю, что если вы уже купили себе Mac, вам нужно прокачивать себя и в фишках macOS, и в программах. Тем более есть некоторые фишки в macOS, которые, ну, если вы мне дадите свой компьютер, я могу обойти ваш пароль и тому подобное. И я рассказываю про это, как это все защитить у себя, чтобы ни в коем случае не попасться где-нибудь на такую шутку или к каким-нибудь мошенникам. Поэтому обязательно смотрите ролики в описании. С вами был Роман Ястреб, с уважением к вам и к вашему выбору, друзья. Счастливо! Вот он уже так крутится минут 5. А знаете, почему я решил перезагрузить? Потому что у меня не через один переходник не работала ни одна мышка. Ни одна. У меня не работает внешний диск. Я решил перезагрузить. Ну вот, знаете, вот я... Сколько угодно можно говорить настройку системы, там, Windows. Вот этот компьютер, ну, по сути, эталонный, это элита. 160 тысяч рублей, я считаю, это серьезная цена для виндовсовского компьютера. Здесь уже Windows 10 Pro активированная, то есть она уже сразу идет. Я понимаю, что глюки было, но у меня эти глюки каждый день с тестами. Каждый день. Когда ты начинаешь вставлять любые переходники, даже простые, что Xiaomi-шные, что это, как вставляешь внешние диски, у него начинаются какие-то гоны. Вот. Либо он зависает, либо он начинает не определять, потом он, говорит, просит перезагрузить. Как-то странно. Вот. Но при этом не хочется, знаете, вот это вставлять в обзор, потому что, блин, думают, ну вот ты будешь хейтить. Вот сколько я уже снимаю, вот смотрите, вот я не знаю уже, вот 1 минута 20 секунд. Вот он до сих пор перезагружается. Но вот он сейчас разгоняет кулеры. Мне придется сейчас сделать принудительную перезагрузку с кнопкой. Все, но по-другому просто не могу ничего сделать. И вот так вот вчера было, вот, и позавчера было. То есть такая же фигня. Но я думал, ну ладно, сейчас там, может, я какие-то программы установил. Ну, блин, сегодня вообще чистая система, ничего еще не запускал. Только на обзор готовил. Ну, так в итоге, друзья. Так что не все так идеально в Windows. Несмотря на то, что она здесь неплохо работает, но все-таки не идеально. А теперь он завис при загрузке. Уже минута. Я вообще не понимаю. Ну вот это нормально? Я считаю, это ненормально. Ладно, сделаем. Потому что я уже не знаю, сколько ждать. Давайте все отключим. Так, подождем. Включаются кулеры. Все. О, пошла загрузка. Это что, так Thunderbolt влияет, внешние накопители? Но это ненормально. То есть, когда я вставляю, он начинает зависать. Как мне информацию-то перекинуть тестовую? Ёперный театр. Завис. Все зависло. Подключил внешний диск. Он даже не дает. Он ничего не удаляет. Все отменяет. И ничего не может удалить. Сделаем плохую вещь, ну а что остается? О, развис, что ли?
Ты смотри-ка, какая магия это происходит.